Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сергей Станкевич на связи прямо сейчас. Сергей Борисович, здравствуйте. Приветствую, Александр, приветствую нашу аудиторию, для которой я напоминаю, я миротворец, христианский пацифист, гостеприимный хозяин канала «Станкевич объясняет». Всех приглашаю на этот канал. Там мы обычно продолжаем те интереснейшие дискуссии, которые у нас с вами здесь завязываются. Давайте подискутируем о перспективах войны после азиатского турне Трампа в преддверии какой-то такой секретной, полусекретной, закрытой встречи коалиции желающих в Мадриде, в Испании. Там Эль Мундо уже описали, что нельзя мобильные телефоны, нельзя, собственно, чтобы была утечка информации, прям что-то такое знаковое готовится. Ну и, конечно, в контексте ситуации на фронте и по тылам. Тылы, кстати, выбивают достаточно тщательно. Украина наносит удары по подстанциям в разных регионах страны российской, а Россия в разных регионах страны украинской. В общем-то, бьет и по ЖД, и по энергообъектам. И кажется, эта спираль эскалации только закручивается с большей силой, и никаким образом ее не остановить. У вас всегда есть ответы на эти вопросы, что как-то остановить-то можно. Ну а сейчас... Да и сейчас можно, была бы соответствующая мудрая и долгая политическая воля. Ну, давайте пройдемся по вопросам, по той конве вопросов, которые вы наметили. Итак, азиатское турне Дональда Трампа. Злые языки называют это не турне, а гастролью. Потому что театрализация, да, порой просто зашкаливала в ходе этого трамповского перформанса. Но я сразу определю самое главное, что исходит из этого действия, из этого турне или гастроли. Самое главное следующее. Мы все убедились, кто сколько-нибудь понимает и думает, что в мире нет гегемона. Я повторю это еще раз. В нашем мире, в котором мы с вами живем в 21 веке, нет гегемона. И кто бы что на эту тему ни говорил, мы это увидели. Имеющий глаза, да увидит, имеющий мозги, да поймет. Нет гегемона. Трамп въехал в это турне как претендент на то, что он все еще представляет гегемона, а выехал и вернулся домой в Соединенные Штаты уже в ином статусе. В ином статусе его развенчали. Как это происходило? В двух словах. Значит, во-первых, все азиатские страны, наблюдая за Трампом вот уже около года, выбрали и освоили такую тактику, как с ним надо обращаться. Такая инструкция по применению Трампа. Значит, максимум комплиментов, музыка, чтобы он мог немножко потанцевать, подарки, клюшки, короны, ордена, как можно пышнее какие-нибудь подарки. И процедуру их вручения тоже максимально такую театрализованную. Да? И почитание такое, которое обычно такой монаршей особе оказывается. То есть, по протоколу монаршей особы надо принимать его. Да? И, что еще важно, надо обещать осыпать Трампа сотнями миллиардов долларов. Вот ему нравится этот образ, эта цифра такая. Сотни миллиардов долларов я получил от этой страны, от этой, от той и от другой. Они все готовы приносить мне сотни миллиардов долларов. Значит, на самом деле речь идет либо о каких сотнях миллиардов долларов, либо о полезных ископаемых, которых на самом деле нет у обещающих, либо о инвестициях, которых Трамп при своей жизни точно не увидит. А его преемники, если вдруг спросят, скажут: извините, а вам никто ничего не обещал. А Трампу обещали. А вы что, всерьез это приняли? Ну, вы странные люди. Вот по этой схеме его принимали сначала в Токио, в Японии, осыпали любезностями, подарили клюшку, пообещали какие-то инвестиции от Тойоты, а Тойота на следующий день все это опровергла. Значит, как только Трамп заикнулся, что неплохо бы прекратить покупки нефти и газа у России,
ему вежливо сказали: покупали. И будем покупать. У нас тут Сахалин под боком, очень удобно. Дальше Трамп поехал в Южную Корею, где все повторилось. Точно так же, только там речь шла уже действительно о сотнях миллиардов мнимых корейских инвестиций в Соединенные Штаты. Осыпет Корея Трампа якобы этими инвестициями когда-нибудь в будущем неопределенном. Ну и даже построит, может быть, одну подводную лодку на верфях в Филадельфии. Зато Трамп получил высший государственный орден, получил копию древней королевской короны корейской. Он теперь может ее надевать и выходить на балкон Белого дома и дразнить толпу, которая там стоит с плакатами «No Kings», никаких королей, в этой короне, и показывать им средний палец. В общем, ничего, по сути, не добившись от Кореи, но обласканной и такой расслабленной, Трамп дальше поехал на бывшую американскую базу возле портового города Пусан, где состоялось главное событие, ради которого он пересек Тихий океан. Это первая за 6 лет личная встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином. Причем встречались две большие делегации, но говорили только их лидеры. Говорили около 2 часов, хотя Трамп рассчитывал изначально часа на 4-5 с перерывом. Но, видимо, исчерпали повестку гораздо быстрее. Судя по всему, есть некие инсайды, но они сомнительные, и поэтому их надо использовать осторожно. Но есть и достаточно видимых причин того, что это было фиаско гегемона. Все, он вышел оттуда уже не гегемоном. У Трампа были какие-то претензии, которые он заранее заявил, и он хотел сделки. Причем сделки с подписанием, с демонстрацией вот этого альбома, на котором огромная размашистая роспись Трампа красуется. Но ничего подобного не... И они заготавливали нечто подобное, но ничего подобного не получилось. Значит, основные какие были претензии? Перестаньте экспортировать компоненты, из которых потом наши преступники, окопавшиеся рядом с американской границей, изготавливают фентанил, которым они травят американцев. Китай никогда не признавал, что он какое-то отношение к этому имеет, но химические элементы различные можно действительно собирать на огромном китайском рынке, и это никому не запрещено, но обещал посмотреть и что-то сделать неопределенно. Да, будет программа, будем с вами консультироваться, пришлите ваших специалистов, они вместе с нашими специалистами что-то по этому поводу сделают. Естественный жест доброй воли. Ну, а по главным сюжетам что? Главный сюжет был, на самом деле, Китай еще в апреле нанес 2 кинжальных удара. Точнее так, 1 кинжальный удар в технологическое сердце Америки был нанесен в апреле, а 2 в октябре. Значит, в апреле 7 ключевых, самых таких необходимых для высоких технологий редкоземельных элементов были взяты под контроль, фактически запрещены к экспорту, только по особым разрешениям. Это уже был серьезный удар. А с октября Китай ввел тотальное лицензирование любых операций вообще со всеми редкоземельными элементами и постоянными магнитами. Ну, кроме того, еще 2 удара, не давая Дональду опомниться, Китай нанес еще 2 удара. Он сначала на 50% урезал закупки американской сои, с одной стороны, а с другой стороны увеличил закупки этой сои там, на 26% у дружественной Бразилии, основного конкурента американских фермеров на этом рынке. Тут застонали буквально фермерские штаты Америки и пообещали Трампу припомнить все на выборах следующего года, промежуточных, в Конгресс. Трамп, естественно, пытался вот эти 2 момента, но в первую очередь, конечно, редкоземельные элементы, это самое срочное для него, самое больное, а во вторую очередь, поскольку выборы на носу, вот эту проблему американской сои решить каким-то образом в ходе встречи с Си Цзиньпином. Ему
в качестве, опять-таки, жеста доброй воли что сделали? Продлили еще на год некий отказ от тотального лицензирования. Минуточку, это не означает, что контроля экспортного не будет. Он просто не будет тотальным, он будет выборочным. Но оставили жесткий контроль над 7 критическими элементами, которые были еще с апреля под контролем. И все. Что касается сои, то чуть-чуть, там несколько сотен тысяч тонн купили, но не миллионы тонн, а там счет идет на миллионы. И пообещали, что в будущем купят больше. Все это на словах. Ничего не подписано. Трамп умылся и уехал. То есть, я бы хотел, смотрите, гегемон был развенчан. Его больше нет. Я бы хотел в этой связи, чтобы мы, переходя к теме Украины, вообще непонятно, что про Украину говорили. Судя по Трампу, говорят, ну, пускай постражаются еще, пускай повоюют. И вот отсюда возникают главные вопросы. Если гегемон умылся, да, то что будет дальше с украинским вопросом? Если условно опять мы видим, ну, мы уже слышали от Трампа, да, когда иногда вот детям в песочнице надо дать подраться, пускай понабивают себе лица, а потом будем разнимать. То есть, получается, нам фактически на этой встрече высочайшего уровня, это встреча, которая очень важна для перспективы, ну, вообще мира, да, всего мира. Могла быть важна, да? Нет, она важна, потому что даже ее результат мы имеем тот, который мы имеем. В этом смысле, да. То есть, в этом смысле согласен. В смысле, вот развенчание гегемона, она безусловно важна. Смотрите, тут развенчание, не развенчание, это ваша оценка, но я имею в виду, этот контакт очень важен для вообще мировой экономики, вообще для геополитики и так далее. Так а Украина здесь каким предстала? Фактором чего? Каким, в общем-то, вопросом и каким светом отсвечивает? В связи с Украиной там было 2 вопроса. Первый вопрос, осторожно затронутый, а вот вы имеете влияние на Россию, не могли бы вы подтолкнуть ее к столу переговоров? Ответ был следующий. Мы изначально с первых моментов этого конфликта были за мир. Мы остаемся за мир. В этой позиции мы готовы миру помогать. Но в отношении России ничего подобного делать не будем. Если Россия чего-то захочет, какой-то помощи, она нам скажет. Следующий вопрос. Следующий вопрос был по поводу закупок нефти и газа. Не могли бы вы прекратить закупки нефти и газа, ибо на доходы от этой торговли Россия продолжает войну. Значит, ответ был: извините, это не ваше дело, это наше дело. А с кем нам нужно, с тем мы и торгуем. И мы это как оружие не используем. Плохо, что вы используете торговлю как оружие. Мы вам этого делать не советуем. Вот, собственно, этим все и ограничилось. То есть, облом по обеим темам был полным. Тогда какие перспективы мирного урегулирования, хотя уже даже и формулировать так достаточно тяжело, вербализировать, да, вот эту, как бы историю с мирным урегулированием. Не согласен. В чьих руках тогда сейчас завершение войны в Украине? Я на самом деле потихонечку так набираю оптимизм по этому вопросу, наблюдая за ходом событий. Мы уже говорили в прошлой нашей беседе о том, как важно, чтобы рушились мифы. Вот как только все мифы рухнут, каким-то образом пропетлять, каким-то образом открутиться, отмазаться и каким-то образом свести проигранную на 3/4 войну какой-то там формальной ничьей и сохранить возможность для продолжения
продолжение войны в будущем, вот ничего подобного, этого сценария нет и не будет. Все, что связано с реализацией этого сценария, это мифы и легенды. И важно, чтобы они рухнули. Чтобы рухнула легенда о всемогущих томагавках, очередная легенда в долгом ряду каких-то волшебных военно-технических средств. Чтобы рухнул миф в целом о том, что можно создать какие-то невыносимые экономические условия, которые заставят Россию сесть за стол переговоров и что-то там невероятное подписать, что ей категорически невыгодно. Вот сейчас рухнул миф о том, что на нечто подобное может решиться Дональд Трамп, перейдя полностью на сторону нынешнего Киева и Зеленского, то есть включившись в войну и сделав войну Байдена все-таки войной Трампа, перейдя опять к поставкам оружия, ну и по полной программе дальше. Значит, этот миф тоже рушится, ну, практически обрушился. Вот сейчас еще важно, чтобы прояснился европейский миф, чтобы он рухнул. И вы очень удачно вспомнили про коалицию вечно и тщетно желающих и про то, что она собирается в Мадриде. Кстати, хорошо, что в Мадриде во всем есть своя перекличка символов. Что такое эта самая коалиция тщетно желающих и почему важно развенчание этого мифа. Вот сейчас для корпорации войны во главе с Зеленским, которая держит Украину под контролем и украинцев в заложниках, для них важно объяснить собственному народу, да, вот Трамп отморозился, отвязался, да, у него не получилось, он съездил на разборку с Си Цзиньпином и вернулся потрепанным, но за нами Европа. За нами Европа в лице ее лучших представителей, в лице Эммануэля Макрона, который только что обновил антирекорд, у него поддержка на уровне 11%, и он, скорее всего, дойдет до 3%, то есть до размера статистической погрешности в ходе опросов. Так вот, за нами Европа. Это очередной миф. И Европа выдержит, Европа останется с нами до конца. Вон даже Урсула фон дер Ляйен об этом говорит. Мы будем стоять рядом с Зеленским до конца. Европа заменит поставки от Соединенных Штатов, заменит американские деньги, на которые купит американское оружие. Мы его снова будем иметь. И мы будем держаться до победы. До какой победы, не ясно. Значит, и вот этот европейский миф должен рухнуть, потому что Европа покажет неизбежно, встретившись вот там в Мадриде, что она на самом деле не может заменить Соединенные Штаты и не может тащить на себе эту войну. Европа, не вся Европа, а вот эта странная коалиция покажет свое бессилие весомо, зримо и несомненно. Да? Они не смогут сформировать экспедиционный корпус, который они все обещают завести на территорию Европы. Просто не смогут. Они не смогут сформировать достаточный бюджет для Украины на следующий год. Украина пока остается без... Почему вы так категорически об этом говорите? Почему категорично? Потому что, чтобы наполнить бюджет и купить, в частности, на него оружие, нужно изъять эти деньги из национальных бюджетов стран. И тем самым выбить эти деньги из национальных парламентов. Вот пусть попробуют это сделать. Посмотрим. Где-то что-то урвут. Тут немного, там немного. Но счет будет идти на миллионы, а не на миллиарды. И бюджет не будет сформирован и близко в тех параметрах, которые заявлены сегодня Киевом. И вот это будет как раз демонстрацией неспособности Европы дальше тащить на себе эту ненужную Европе войну. Категорически ненужную. Которая ее губит на самом деле. Просаживает все дальше ее экономику. Но вот эта корпорация, уже европейская корпорация войны, она пытается этот курс удержать. А что они будут делать там в Мадриде и почему это символично? Там же как? Там есть стадион для корриды в Мадриде. И вообще, в чем смысл корриды? Есть некий бык,
разъяренный такой, который кидается на людей, а ему показывают красную тряпку и отвлекают то в одну сторону, то в другую. Вот примерно такую корриду вот эти лидеры европейских стран пытаются разыгрывать с Трампом, да, как с быком. В Америке у нас, кстати, слон в посудной лавке, а там бык в посудной лавке по поговорке у американцев. Так вот, с этим быком в европейской посудной лавке с Трампом они пытаются играть в корриду, демонстрируя перед носом красную тряпку и пытаясь его увести куда-то на площадку, где он набросится, как им кажется, на Москву. Вот пусть попробуют там в Мадриде сыграть в эту свою корриду. Я думаю, что все закончится таким же фиаско, которым закончилось азиатское турне Дональда Трампа. Что касается поля боя, оцените, пожалуйста, ситуацию вокруг Покровска. Причем не столько военным образом, потому что новости происходят, события, которые происходят и генерируют новости, нам, в принципе, известно о том, что Украина опровергает полную блокировку вооруженных сил Украины в котлах. Сегодня очередное сообщение, вчера было, позавчера там, и Путин встречался дважды. Один раз, как говорится, на докладе военных, второй раз со сладким столом с военными. Минобороны вчера комментировали, сегодня тоже комментируют. В общем, есть 3 котла. Купянский, Мирноградский и Покровский. Украина вчера отказала через МИД, через спикера Министерства иностранных дел Украины в вот этой идее, а давайте журналистов туда запустим. Прекратим огонь и журналистов запустим. И в ответ, вот смотрите, Украина отказала. Это означает, что они действительно не контролируют входы-выходы из горловин вот этих окружений, о которых заявляет Россия. Зачем это сделано? Вообще, зачем это предложение нужно? И как вам видится дальнейшее развитие событий в политическом значении военных поражений? Потому что даже эта тема, которая вот сейчас вот так генерируется, сама как тема, я не беру сейчас реальность там, да, это, безусловно, медийный удар. Конечно. В общем-то, котлы, несомненно, есть. Какого масштаба, сколько там человек окружено и так далее, и как дальше будут развиваться события, не берусь судить. Но физическое наличие котлов, несомненно. Причем вот сравнивают ситуацию с Дебальцево и Иловайском в прежнем, на прежнем этапе конфликта. Но тогда не было дронов, дорогие друзья. Не было дронов. А вот сейчас для того, чтобы замкнуть котел, нет необходимости везде физически людям присутствовать. То есть, если есть вот какая-то узкая горловина, даже где-то остается, но она плотно закрыта дронами, не выйти из котла, не завести туда ничего, то это уже котел. И давайте здесь не играть терминами. К сожалению, да, вот такого рода вещи возникают. Почему я говорю, к сожалению, я не хочу гибели людей, и я не хочу ценой каких-то масштабных трагедий достигать мира. У меня другие приоритеты и другие представления. Но что произойдет по итогам? Скорее всего, уже гибели этих котлов, потому что никто не вступает в переговоры и не создает коридоры для выхода этих людей, для условий выхода, в смысле по условиям сдачи их. А надо действительно производить эту сдачу так, как это было раньше в Мариуполе. Надо вести на эту тему разговор, может быть, привлекая посредников. Но почему-то командование в Киеве предпочитает гибель. Значит, посмотрим, как дальше произойдет. Надеюсь, большой трагедии все-таки не будет. Но что здесь существенно? Вот сейчас основополагающий миф, которым питается корпорация войны Зеленского, и которая нас скармливает своему народу. Тут на днях я с удивлением невероятным слышал, как одно тут всеукраинское трепло на эту тему в каком-то
эфире разглагольствовала, как долго они движутся, как долго они продвигаются, как медленно меняется фронт. Они же ничего не могут, все застопорилось. И так может продолжаться годами и десятилетиями. И ничего они не могут сделать. Они вообще никто. Вот в таком духе звучал этот чудовищный по безграмотности и кровожадности, фактической кровожадности треп на всю Украину, а ведь это вливается в уши. Вот такого рода война, которая сейчас ведется, она именно на системное удержание, на системное выживание ведется. И вот такого рода вещи, такого рода шоковые воздействия к обрушению ведут системы. Все видят бессмысленность и бесперспективность дальнейшей массовой гибели, дальнейшего взаимного уничтожения на фронте. И от этого готовность людей, украинских людей, умирать за возможность для корпорации Зеленского оставаться у власти, она стремительно уменьшается. А может быть, после Покровска, после этого Покровского котла и какого-то еще одного Купинского, например, да? Может быть, эта готовность рухнет, как домино просто. Но если не сразу, то после еще какого-то там Краматорска, еще какого-то Славянска и так далее. То есть, здесь каждое такого рода шоковое воздействие имеет значение для истощения системы и ее способности к выживанию. Она, в общем-то, дышит на ладан. Она держится только благодаря тому, что корпорация войны во главе с Зеленским сохраняет некий административно-силовой контроль над населением. Его опричники в виде ТЦК, да, могут пока еще вязать людей на улицах, хотя уже все меньше и меньше, судя даже по тому, что в этих котлах происходит. Они уже начинают встречать вооруженный и силовой отпор, эти самые опричники. И этот отпор будет нарастать. Так что не надо мыслить категориями лет и десятилетий. Хотел бы я сказать этой самой корпорации войны, время которой истекает. А вот то, что произойдет, к сожалению, с этим котлом, надеюсь, что произойдет мирная сдача как можно скорее. И никто не будет бессмысленно умирать в этом котле. Никто не сгинет, потому что на самом деле до мира остаются месяцы. Не надо, дорогие друзья, не надо. Месяцы? Вы, Сергей Борисович, прям как Днепровский раввин, Днепропетровский. Нет, ни в коем случае я никаких дат не назначаю. Я говорю, что месяцы, но не годы. А вот сколько это продлится, сказать трудно. Зависит от нескольких факторов. И в том числе от того, как быстро рухнет миф о том, что Европа реально собралась воевать. По поводу ситуации в Одессе. Смотрите. Вообще, конечно, с одной стороны, мы слышим разные оценки, да, понятно, что мало кого это адекватных людей может устроить, причем тут безотносительно, да, безотносительно там это люди, которые целиком и полностью на стороне Украины, или люди, которые целиком и полностью на стороне России, да, и такие прям очень и очень рьяные, поддерживают Россию или поддерживают Украину. Но давайте вот попробуем примерить ситуацию с Пушкиным, которого оградили, просто досками, с вот такой интересной темой. Я, кстати, наблюдаю достаточно давно, что не взлетает. В общем, эти параллели не получаются. Давайте, например, берем любую новость или любое сообщение, и любое утверждение и накладываем это на очень простую формулу. Так, а за это воюют сейчас украинские ребята, да, там украинцы, причем самоотверженно воюют, хорошо воюют, насколько это позволяют силы и средства и обстановка на фронте, жизни кладут, погибают, там в плен не сдаются, предпочитают там или там под дронами гибнут, или, давайте так,
понятно, что много СЗЧ, много там ухилянтов, их называют ухилесами, это все есть. Но есть же определенные люди, которые воины, которые сражаются, которые... И вот на них накладывать определенные вот вещи или события, которые происходят. Мол, за это или не за это. Вот, например, мне очень как-то удивительно было... Ну вот неужели за это гибнут, жизни кладут на фронте украинские военные, чтобы Пушкина, то есть снести же невозможно. Ввели прямое управление Зеленского в Одессе, поставили Лысака, мэра избранного, турнули Труханова, повесили следом уголовное дело. Этот Лысак говорит, давайте наводить порядки, заметать по Одессе, ну, чтобы мусора не было, то есть чистота, месячник чистоты. И он начинается, этот месячник чистоты, с того, что какими-то непонятными фанерой какой-то, вот этой ДСП, заколотили памятник, который снять нельзя, потому что это ЮНЕСКО, но на него даже, получается, смотреть невозможно. И вот тут давайте примерим эти события в Одессе на то целеполагание, за это или не за это воюют сейчас. Потому что если мы ответим на этот вопрос, то дальше будет целая цепочка других вопросов. А кто воюет? А кто вообще, кто вообще диктует такое поведение в тылах? И, собственно, с теми ли воюют условные, призванные или которые пошли по зову сердца одесситы, которые сейчас защищают, условно, на фронте под тем же Покровском Одессу. Ну, вот, например, много одесситов, они взяли военкоматы, пошли воевать, воюют, а у них Пушкина заколотили. Человеческая психология такова, что мне еще отец, участник войны, рассказывал, что во время боя включается что-то иное в человеке, да, то есть нужно прятаться, нужно наступать, нужно отстреливаться, нужно побеждать, и все концентрируется на этом. Ты не в состоянии ни о чем другом думать, кроме как куда-то прорваться и выйти целым из этой схватки, победить в схватке и выйти целым. Включается вот такого рода механизмы, может быть, какие-то древние такие психологические пласты активируются, а вот в перерывах между боями, на что, собственно, я и уповаю. Вот все те защитники, в кавычках я беру эти слова, потому что защищают они на самом деле ничто иное, кроме как корпорацию войны во главе с Зеленским, по факту. Но, может быть, у них какие-то иные представления. Вот если они в перерывах между боями, сидя там где-то в грязном блиндаже, пусть чаще, как можно чаще думают, а за что я воюю? Что именно я хочу таким образом защитить? Что именно я хочу, принося себя и свою семью в жертву, сохранить на этом свете? Вот чем чаще эти вопросы люди будут себе задавать, тем ближе будет мир. Вот такого рода диалог с собой крайне важен в перерывах между боями. Что касается Одессы и ее будущего, я вот тут взялся пересматривать сериал «Ликвидация» Сергея Урсуляка, где показана Одесса, где ее неистребимый дух показан. Я уверен, что этот дух никуда не делся, и он останется прежним. И заменить одесситов на кого-то другого, вот, произвести некую тотальную замену населения не удалось и не удастся. И трепанацию черепа какой-то критической массе одесситов произвести и что-то туда вставить, тоже не получилось. Поэтому у меня такое впечатление, не подкрепленное никакими аргументами, но сугубо интуитивное, состоит в том, что большинство людей, составляющих мыслящую часть вот одесской цивилизации, локальной цивилизации, они сейчас перешли в режим выживания и терпения. Они ждут, когда нечисть проиграет в Киеве, и тогда вот с этой локальной нечистью они уже сами разберутся, причем достаточно быстро, и начнут с того, что доски
снимут. Вот это дощатое платье снимут с Александра Сергеевича Пушкина. А пока, я думаю, они перечитывают «Медного всадника» и, может быть, «Каменного гостя» из «Маленьких трагедий». Вот. И про себя произносят как «тяжело пожатие каменной десницы». А каменная десница пожмет многие руки и шеи даже пожмет, когда Одесса вернется к истокам, к своему вечному вернется. Да. Знаете, сейчас все размышляют по поводу Будапешта. И что это было? Несостоявшийся Будапешт. Financial Times пишет, например, что США отменили встречу Трампа с Путиным после получения ноты с требованиями по завершению войны в Украине. МИД России заявил, что предложенные Штатам условия встречи были недопустимыми и выдвинул свои. Это территориальные уступки, сокращение ВСУ, гарантия невступления. То есть, в принципе, то, с чем и начиналась в формате СВО в 2022 году эта война. Это опять поднимается, но если проанализировать все то, с чего мы начинали, например, азиатский тур, гастроль Трампа, то кажется, что эта встреча в Будапеште нужна была Трампу. Блумберг, вы помните, как только были сообщения об отмене этой встречи, назвал имя и фамилию человека по инициативе, в общем, из-за которого не состоялся Будапешт. Это Рубио. Рубио специфический товарищ, и в отношении Китая тоже. На него там санкции Китая наложили. Он, то есть, как бы генератор отмены этой истории. Хотя сейчас начинаешь немножко анализировать. Встреться Трамп с Путиным в Будапеште, он бы имел серьезный козырь в рукаве или там просто в своей колоде, в своей раздаче перед тем же Си Цзиньпином. И поди знай, каким образом бы сейчас развивалась эта история. Потому что игры этого треугольника Россия, США, Китай, кто кого перетянет на свою сторону, судя по всему, почему гегемон-то и потерпел фиаско? Потому что несостоявшаяся встреча в Будапеште означает, что сцепка Китая и России не разомкнута и даже не раздвинута, и даже никаким образом Америкой... В общем, пшик получился из этого, а с Будапештом было бы лучше. Анализируя все это, как вы оцениваете возможность и вероятность следующих контактов России и Америки по вопросам Украины? Шансы на то, что все-таки Будапешт состоится, причем достаточно быстро состоится, поскольку откладывать его нельзя, очень велики. Где-то 70% я оцениваю вероятность. Что касается Рубио, помешал он или не помешал Будапешту один состояться. Не верю, что он имел здесь решающий голос. У него нет такой позиции внутри администрации Трампа. Трамп не меняет своего выбора, поскольку кто-то из его близких что-то ему такое в последний момент, когда он уже объявил об этой встрече, начинает шептать в ухо. Нет. Я думаю, что здесь имело место другое – выстраивание приоритетов. Ведь не секрет, что очень серьезная ставка делалась Трампом на встречу с Си Цзиньпином там в Корее, и к этому готовились. Команды работали над этим, готовились различного рода варианты этой самой сделки, на которую ушел Трамп. И вполне вероятно, что аргументы были следующие для Трампа сказаны, что если мы уже о чем-то договоримся с Россией, если мы с ней куда-то уже продвинемся, то позиция, когда мы приедем на встречу с Си Цзиньпином, у нас будет слабее. Давайте мы сначала там отработаем по полной программе, показывая готовность к конфронтации с Китаем. В жестком таком варианте отработаем там с китайцами, имея за спиной возможность такую сказать, что если вы такие
сякие, непримиримые. И если вот нам не все удалось получить, что мы хотели, но мы сейчас поедем и с Россией будем тогда разговаривать, и ее будем от вас отрывать. Значит, нечто подобное, то есть какую-то возможность для маневра или того, или другого, видимо, имело смысл американцам сохранить в запасе, не засвечивая, чем именно закончится разговор с Россией. Сделать здесь некий знак вопроса, а с Китаем говорить с позиции некой гегемонистской силы, которой, как оказалось, нет. Вот теперь, когда уже гегемон едет с ярмарки, когда мы увидели в ходе беседы Трампа и Си нисходящего гегемона и восходящего доминатора, это термин из конфликтологии, доминатор. Доминатор не, в отличие от гегемона, гегемон командует и наказывает, а доминатор доминирует по факту накопления своего позитивного какого-то капитала и никому ничего не запрещает. Так вот, мы увидели восходящего доминатора в лице Китая, нисходящего гегемона в лице Соединенных Штатов, и теперь разговор с этим нисходящим, переставшим быть собой гегемоном в Будапеште будет другим. Разговор будет на равных, и разговор будет о том, как разграничить сферы влияния в Европе. У Трампа теперь, строго говоря, и у Трампа, и у той Америки, которую он представляет, теперь возможность остается последняя. Консолидировать под собой ту сферу доминирующего влияния, которая еще остается у Америки. Это Евроатлантика. И здесь нужно просто договориться с Россией, где заканчивается сфера доминирующего влияния у Соединенных Штатов, и начинается другая сфера, ну, хотя бы просто влияние со стороны России. То есть Россия не отдаст Украину туда, на ту сторону. И это должно быть Трампу уже понятно. Вот так я вижу расклад. Он именно таким будет в Будапеште, и иным быть не может. Но вот вопрос с Евроатлантикой сейчас упирается в саму Европу. Вот куда будет дальше рулить Европа. И по этому поводу я рад, что стал достоянием мировых СМИ некий мирный европейский план из 12 пунктов. Значит, там... чего? Подождите, а чему вы там рады? План, мягко говоря, знаете, напоминает мне, помните, годичной давности план победы Зеленского? Да, совершенно верно. Значит, вот я держу перед глазами этот план. Во-первых, хорошо, что он появился. Потому что кроме бесконечного трепа, маневров, объятий, поцелуев и съемки протокольной с состоящим рядом Зеленским, люди, наконец, решились породить некий текст. И пусть этот текст все увидят. Вот он, вот я его показываю. Вот он из 12 пунктов. И это хорошо. То, что этот текст появился. Вздорность тех или иных пунктов, их абсолютная нереалистичность видна. Она буквами прописана, да? Но в то же время, например, почему бы и нет? Вот я читаю: Киев и Москва усиливают взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий. Сразу встречный вопрос: а почему бы Киеву немедленно в порядке доброй воли не продемонстрировать в действии этот пункт? Вот понимаете, в чем дело? Тут они это предложили. И пусть теперь сделают следующий шаг. Вы же не просто прозвучать хотели с этим текстом, да? Назначайте место, например, тот же Будапешт или Вену, приглашайте Россию на переговоры для обсуждения вот этой вашей бумаги. Да? И начинаем попунктно обсуждать вот с восстановления уважения к русскому языку. Давайте просто этот пункт первым сделаем. Да? К русскому языку, русской культуре и канонической православной религии. Сделаем это первым пунктом. И пойдем дальше потихонечку накапливать позитивный капитал. То есть, когда Европа, наконец, от милитаристского трепа
абсолютно бессмысленного. Вот попытки сформировать какой-то фронт для борьбы, военной борьбы, от подготовки к какой-то будущей войне, в которой никто ничего не сможет выиграть. Да? Если, наконец, переходит к переговорам и открывает свой европейский трек по урегулированию войны в Европе, ну, это же некий прогресс. Во всяком случае, это снимает вот эту шизофрению милитаристскую, которая сейчас охватывает европейские столицы и показывает, что возможно иное. При всей вздорности большинства пунктов, которые здесь прописаны. Значит, что касается главного требования этого мирного плана и прочих мирных планов, исходящих из европейской риторики. Дескать, давайте мы провозгласим и реализуем безусловное и бессрочное прекращение огня, а все остальное потом. Вот здесь открываются некоторые возможности, я хочу о ней сказать. Смотрите, сейчас вся проблема, которая препятствует быстрому продвижению к миру в течение месяца, состоит в смертельной связке. Пока война, у власти Зеленский. Пока у власти Зеленский, война. Вот эта смертельная связка, она препятствие, она главная проблема. Стоит ее разорвать, и продвижение к миру будет быстрым. Поэтому, если европейцы откроют переговорный трек, то об этом с ними надо говорить. То есть, давайте мы полностью подготовим выборы в Украине. Выборы становятся решающим моментом. Вы же за демократию, вы же за выборы на каждом углу, с утра до вечера за выборы. Подождите, а кто будет говорить? Стойте. Тут надо же я говорю от имени России. Принципиально важно, что в этой истории с 12 пунктами России нет. Ну как, она упоминается в тексте, но там России нет. Киев и Москва здесь говорится. Украина и Россия, Киев и Москва. Почему? Они здесь присутствуют. Нет, это Зеленский и европейцы составили этот документ. Понимаете? Да. Так вот и надо ловить их на слове. Так нет. Вы обсуждать это хотите? Кто или нет, будет или не обсуждать выборы в Украине? Ну вот с кем? Кто европейцам придет и скажет: так, окей, отличный план, поддерживаем. Так а что там с выборами? Кто это предложит? Москва? Секундочку. Предлагать вот в данном европейском плане должна Европа. Кто был инициатором плана? Да? А вот в ходе обсуждения этого мирного плана может прозвучать следующее. Вот мы хотим разорвать эту смертельную связку, пока Зеленский – война. Пока война – Зеленский власть. Да, мы хотим ее разорвать. Поэтому давайте так. Готовим полностью выборы. Пока еще без какого-то перемирия. Просто готовим полностью, прописываем выборы. Причем в выборах будет участвовать только то население, которое находится на подконтрольной ныне Киеву территории. Никаких маневров с диаспорами. Никакой фальсификации по молдавской модели. Всем будет дана возможность приехать на территорию Украины и зарегистрироваться для участия в выборах всем гражданам Украины. Да? Участвуют только они в выборах. Никак не участвует сам Зеленский, ни как организатор, ни как кандидат. И давайте процедуру выборов пропишем. Вот там же есть у Трампа план относительно газа. Хотела же Европа свой план уподобить плану Трампа для газа. Замечательно. Там вот в плане Трампа для газа упоминается технократический комитет, которому передается текущее управление. Вот этот технократический комитет, созданный в Киеве, и будет организатором выборов, причем в которых участвует только реальное население нынешней украинской территории, подконтрольной Киеву. Вот и проводим выборы, и одновременно с выборами проводим референдум по основным положениям мирного договора с Россией. И даем возможность гражданам Украины без террора со стороны опричников из ТЦК, без террора других
правоохранительных органов и силовых структур украинских, без насилия над украинским истрадавшимся населением, да, сделать свой выбор. Вы что, можете себе представить, что люди в такой ситуации проголосуют за кого-то, кто предлагает продолжение войны? И проголосуют на референдуме против основных положений мирного договора. Не будет такого. И вот эта Кощеева игла – выборы. Да, выборы. И она должна сработать. А под них, для того, чтобы провести выборы, когда они уже полностью согласованы и готовы, на число дней, необходимое для проведения выборов, и будет согласовано прекращение огня, перемирие под контролем этого самого технического комитета. Это реальный сценарий. Реальный, дорогие друзья. Он фантастичным вам кажется по одной причине. У вас инерция в мозгах, что ничего уже не дано. Вот будем тупо погибать. В этих самых вонючих окопах будем тупо погибать все до одного. Потому что иного ничего не дано. Дано иное. Надо этого иного требовать. И в данном случае Европа, уж коль скоро она сказала пусть произнесет остальные буквы алфавита. Пусть вот с этим своим планом предложит открыть переговорный трек с Москвой и обсудить, а от Москвы поступит предложение. Хотите перемирие? Вот давайте мы согласуем весь сценарий дальнейших действий на следующий день после перемирия. Если мы согласуем такой работоспособный план, ведущий к долгосрочному миру, то тогда не заржавеет, не остановится у нас ничего перед провозглашением прекращения огня. Так это будет. Это реальная дорога. Это возможно. Вот если только прийти в себя, если только морок этот милитаристский, ненавистный, вот этот морок снять с глаз эту пелену, с глаз и с мозгов, все это доступно и возможно. Мне только жаль, я повторю, сюжет из нашей предыдущей беседы, лидеров нет, которые консолидировали бы граждан Украины вокруг этой простой, очевидной идеи. Никто не берется, никто не выйдет и скажет: я, ребята, беру на себя ответственность, давайте объединяйтесь вокруг меня. Никто этого не делает. Какие-то трепачи чудовищные пытаются что-то там опять произносить по поводу будущего Украины. Гоните их в шею. Объединяйтесь вокруг нормальных, вменяемых, реальных, практически настроенных миротворцев. Понимаете, в чем дело? Европа-то повязана. Зеленский же что делает? Говорит. Нынешняя европейская элита отдельных стран. Да. Смотрите, Зеленский что говорит? Вот эти контракты на дроны, контракты на ракеты, контракты на оружие там, на 3 года. То есть, мол, не переживайте, сейчас даже война остановится, контракты будут действовать. То есть, ведь если посмотреть на поведение Зеленского под другим углом, под углом сохранения власти, то там все как бы грамотно делается. Расставляются люди на местах свои, неугодные убираются, выгоняются со страны, там санкции, уголовные дела, все как положено. В Европе он их как бы долгосрочными контрактами заманивает, привязывает к себе. Эта бедная датчанка вообще как бы по рукам и ногам связана. То есть выбирается какая-то, в общем, страна, которая это плюс-минус интересна, и окучивается. То есть грамотно в этом плане действует. То есть и никто не спросит у него: а подожди, Зеленский, ты легитимный? Почему? Потому что они подписали контракты на 3 года, конечно, легитимный. Потому что если придет, например, кто-то другой, и этого в том числе, помните, боялась, что боялась, указывала на это и российская сторона, придет кто-то другой и скажет: ребята, смотрите, там с мая 24 по какой-то там день, да, надо пересматривать все, проводить аудит, потому что это незаконно, это не в интересах, это против Конституции, это вообще какой-то бред, и личная выгода, и коррумпированная история. И Европа как раз-таки не может отказаться от Зеленского, поэтому лучше уж пускай будет война, пускай там как бы этот реактор кипит себе потихонечку, да, вот этот вот автоклав, да, и все.
И поэтому тут, спрашивая, не спрашивая с Европы, когда выборы, ответ очевиден: никогда. Давайте называть вещи своими именами. У нас с вами есть привилегия давать вещам имена. Ну, потому что это наша с вами беседа в вашем канале. Вот смотрите, что Украина не может проиграть, говорят какие-то Европы. Какая Украина? Мы не можем допустить капитуляции Украины, говорит какой-то европейский оратор. Какой Украины? Дело в том, что поражение корпорации войны во главе с Зеленским – это победа украинского народа. Капитуляция этой насквозь проворовавшейся корпорации войны во главе с Зеленским – это выигрыш. Выигрыш истории, судьбы и перспективы развития для Украины. Поэтому какая Украина не может проиграть? Да? Вот корпорация войны Зеленского обязана проиграть и обязана капитулировать, а Украина от этого выиграет. Теперь какая Европа? Вы говорите, Европа не может. Какая Европа? Да, есть некие остатки байденовской элиты европейской в отдельных странах, которые в смертельную связку вступили с нынешней киевской корпорацией войны. И они составили европейскую такую корпорацию войны. Да, им крайне не хочется проиграть. Они понимают, что как только эта война закончится, и закончится так, как она неизбежно обязана закончиться, то у них места не останется в европейской политике точно. А может быть, и раньше не останется. Может быть, их сметут на ближайших выборах уже. Но они что еще обязаны понимать, и пусть они над этим задумаются. Им придется ответить, почему они в эту черную дыру, в эту коррупционную клоаку, в которую превратился Киев под Зеленским, корпорация Зеленского превратила нынешний Киев. Почему в эту черную клоаку годами направляли деньги европейских налогоплательщиков? Почему не поддерживали эту чудовищную бойню, заведомо зная, кому они дают деньги? Какова там легитимность и какова там коррупционность? Им придется объяснить, каков был у них интерес продолжать все это. И своим национальным следственным и судебным органам они вряд ли могут путем нагнетания пафоса что-то там доказать. Не смогут. Пусть подумают об этом сейчас, потому что час расплаты близок. Вот об этом я все-таки хотел бы им напомнить. Теперь, что касается будущей Украины. Вот мы не можем допустить, чтобы там железная пята Москвы встала там на горло украинской государственности. Дорогие друзья, применительно к будущей Украине будут действовать всего 4 «нет». 4 «нет», а все остальное «да». Да? То есть не иметь опасных видов вооружений и таких вооруженных сил, которые могут представлять угрозу для соседей, не приближать военных блоков к России и различных военных коалиций, да? Не дискриминировать языки, культуры и религии, начиная с российской и с русской, и не провоцировать. Все. Не иметь, не приближать, не дискриминировать, не провоцировать. 4 «нет». Это что, сложно, что ли? Это что, невыносимо невероятно? А все остальное – да. Живи и процветай. Так вот, эти ограничения, они нормальные для 21 века, они естественные. В Евросоюзе, кстати, гораздо больше ограничений для суверенитета, куда вы рветесь всеми силами. Там гораздо больше ограничений. А здесь будет царство свободы, но 4 «нет» будут работать железно. И нет в этом никакого страстного московского ига для любого здравомыслящего человека. И я надеюсь, что это осознание будет постепенно приходить во все больше голов нынешних украинцев и, в конце концов, возобладает. Сергей Станкевич был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Мира и благополучия. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся. Жду у себя на канале.